Процветание древнего Бейт-Гуврина держалось на сельском хозяйстве, контроле над торговыми путями из Египта в Месопотамию и на добыче белоснежного мелового камня. Великолепные колокольные пещеры, вырубленные в толще скал, и сегодня поражают воображение своими размерами. Эти колокольные пещеры производят, конечно, невероятно мощное впечатление. Древние каменотесы для того, чтобы добывать мягкий мел, вынуждены были пробивать вот эти круглые отверстия в очень твердой, спекшейся породе, которая называется нари. Но чем-то напоминает, как если мы с каравая хлеба срываем твердую запекшуюся корочку, а внутри уже мягкий вкусный мякиш. Точно так же они, пробив это отверстие, добирались до мягкого мела и постепенно вырезали куски породы, передавая их наверх, после чего эти шахты соединялись между собой, и для устойчивости их делали арочными, для того, чтобы купол не обваливался. Да. И поднимали материал через отверстия наверх уже блоки для строительства. Да. Таким образом и создался этот необычный вид, похожий на колокола. Добыча мела продолжалась на протяжении столетий, о чем свидетельствуют сохранившиеся знаки, оставленные каменотесами. Необычный вид этих рукотворных пещер уже в наше время стал не только интересной туристической достопримечательностью и отличной декорацией для съемок фильмов, но и востребованной площадкой для выставок концептуального искусства. Когда начали осваивать эти пещеры? Судя по тем знакам, которые нам оставили камнедобытчики, можно предположить, что начало относится к византийскому периоду. Посмотри, здесь на стенах очень много крестов, которые они вырезали, видимо, желая оставить какой-то автограф. С другой стороны, чуть ниже, под крестами, мы уже видим арабскую вязь. Там написано «Аллах». Это означает, что добыча меловой породы продолжается и в исламский период, то есть после VII века нашей эры, когда сюда приходит ислам. Потребность в меле была огромнейшая. Мало того, что из этих камней строили целые здания, мел пережигали и изготавливали из него известняковые растворы для штукатурки и для скрепления самих конструкций здания. Кстати, здесь брали камень для строительства знаменитой белой мечети в городе Рамле. Невероятно кинематографичное место. Просто хочется снимать. Вот мы сейчас программу снимаем, да, и хочется снимать что-нибудь значительное. В 1973 году вот именно здесь снималась одна из сцен знаменитой рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». Знаменитая тема, когда Мария Магдалена мажет волосы Иисуса маслом, к ней приходит Иуда, и здесь разгорается жаркий спор. Все это снималось прямо вот на этих камнях. Понимаю авторов. Следы на белоснежных стенах колокольных пещер Бейт-Гуврина оставили не только люди. Свои тайны любопытным путешественникам раскрывает здесь и геологическая история планеты. Какого происхождения вот эти горизонтальные трещины в скале? Ощущение, что это рукой человека прорублено. Эти трещины сделаны не рукой человека, а рукой природы. Это свидетельство геологических изменений. Дело в том, что меловая порода формировалась на глубинах океана, ниже 200 метров. И когда климат менялся, уровень воды в Мировом океане тоже изменялся. Похолодание, потепление – это циклический процесс. Так вот, именно в тот момент и появляются эти трещины. И здесь, в этой пещере, мы можем изучать геологическую историю Земли. Я вон вижу еще такой слой, и еще удивительно. Что свидетельствует о том, что потепление и похолодание наступали абсолютно без влияния человека. Землетрясения и эрозия разрушили часть этих удивительных сооружений древности. Но некоторые творения рук человека, дошедшие до нас из глубин времен, все так же продолжают радовать изяществом своего исполнения. Продолжая наше путешествие по Бейт-Гуврину, мы переносимся в римскую эпоху на арену величественного амфитеатра. 200 лет на арене этого амфитеатра раздавались крики, лилась кровь. Здесь сражались гладиаторы со зверьми, с людьми. Здесь происходили целые сражения. И, обращаясь к императору, они восклицали: «Великий Цезарь, идущие на смерть, приветствуют тебя».
полутемных переходах под трибунами, кажется, и сейчас слышно эхо от рычания диких зверей, молитвы обреченных перед боем и звон мечей, доносившиеся с арены амфитеатра. Эти проходы под трибунами использовались как служебные помещения. Здесь располагались, например, алтари для гладиаторов, которые, большинство из них было, конечно, язычниками, и молились своим богам перед боем, прося у них удачи. Кроме того, через эти проходы проводили и диких зверей для боев бестиариев с несчастными животными. Цветущий и богатый город был покинут жителями после разгула стихии. Бейт-Гуврин возрождается спустя долгие века с началом крестовых походов. Крепость, которую возвели здесь крестоносцы, была действительно неприступной. Ее окружали две мощные крепостные стены, сухой ров, и гибеллины считали, что здесь они находятся в полной безопасности. Но для великого арабского полководца Салахаддина не было крепостей, которые нельзя было взять. И он ее все-таки берет, разрушает, а на месте великолепной церкви строит собственную мечеть. Монастырская церковь, построенная в Бейт-Гуврине орденом госпитальеров, была еще и частью крепостных укреплений. Ее величественные руины сохранили легкость и красоту ранней готической архитектуры, зародившейся здесь, на Святой Земле. Чудесной красоты храм, конечно, перестроенный много-много раз. Дело в том, что крестоносцы считали, что бабушка Христа, святая Анна, родилась именно здесь. И поэтому для них это место играло огромнейшее значение. Здесь, на этих камнях, можно даже увидеть следы каменотесов, как бы фирменный знак каждого, кто вытачивал тот или иной элемент этой церкви. Ну а когда арабы захватывают Бейт-Гуврин, они сбивают кресты с постаментов и превращают эту церковь в мечеть. Старые камни – свидетели трагедий и героического прошлого земли Израиля, дремлют под жаркими лучами солнца, храня память о людях, которые своим трудом и своей жизнью творили историю этих мест.